Всем привет, с вами Торичан. Сегодня у нас будет небольшой влог-апдейт, потому что многие меня спрашивают: у вас что, уже два кота? Недавно же был только один кот, когда появился второй? Да, мы завели второго кота, как вы можете видеть. Теперь у нас два кота в семье. Аки-чан, которую вы уже, думаю, знаете из предыдущего видео, я показывала, что мы взяли девочку-кошечку 4 месяца из приюта. Ей уже 7 месяцев, наверное. Изначально у меня был план завести одного кота для Изами, потому что он обожает кошек, и позже завести собаку. Но Изами меня уломал завести второго кота, потому что у него в детстве было много котов, и он меня убедил, что котам одиноко, когда они остаются одни на целый день. И хоть мы и работаем удаленно и почти все время проводим дома, иногда мы уезжаем куда-то на целый день гулять или с одной ночевкой можем поехать в путешествие. И тогда по Аки видно, что ей одиноко без нас. Поэтому мы решили, что будет лучше, если у нее будет друг, который с ней вместе сможет проводить время, когда нас нет с ней играть. Поэтому мы взяли второго котенка из того же приюта на пробный период. Назвали его мы Хару, это переводится как весна с японского языка, потому что Аки это осень на японском, и Хару мальчик, на 2 месяца младше, чем Аки, ему было где-то месяца 4, когда мы его взяли. И в отличие от Аки, которую нашли выброшенную кем-то в канализацию, когда ей было несколько недель, и сразу подобрали в приют, Хару вырос на улице. До 4 месяцев он жил в центре города Фукуоки с своей мамой и сестрами-братьями, и потом их подобрал приют, и уже оттуда мы взяли его. Поэтому Хару довольно пугливый. До сих пор, когда я его пытаюсь трогать, он немного все еще видно, что боится людей. Меня спрашивали, это японский бобтейл порода, но нет, это обычная дворняжка. В Японии это довольно распространенная мутация, когда у кошек короткие хвосты. Дело в том, что раньше в Японии чаще держали в доме кошек с короткими хвостами. Это считалось к удаче, поэтому их чаще в доме держали, разводили, и в итоге в Японии сейчас довольно много короткохвостых котов, даже просто дворняжек, а не японских бобтейлов пород, хотя она тоже оттуда и появилась. Поэтому, да, это не порода, и нет, ему не отрезали хвост, это такая мутация. И в Японии это не редкость, чтобы у кошки был короткий хвост, как просто очень короткий, или вот у Хару он немного изогнутый, как крючком даже. Если честно, Аки настолько плохо восприняла нашу идею завести второго кота, что я вначале думала, это плохая идея. Первое время Хару был очень пугливый, прятался в нашем коврике от Йоги. И снова коврик для йоги нам пригодился. Квайне, гоменне. Поэтому мы сделали ему отдельную комнату, где он мог привыкнуть к нашему дому, и он постоянно прятался в шкафу, и только через какое-то время начал постепенно из него вылазить. А потом даже сам спускаться к нам по лестнице на 1-й этаж. Аки вроде как хотела с ним играть, но в то же время очень ревновала. Первые несколько дней она его так лупила, что я думала, они никогда не подружатся.
なんか急に仲良くなってるよ。あ、仲良くない。仲良くはないかなと。はい。チール、はい。チール。チール。お前はもうちょっとビビった方がいい。チール以外のこと興味あった方がいいぞ。それは。それやめろ。Но не прошло недели, как Аки научилась терпеть Хару. ゆっくりね、ゆっくり。ゆっくりね、めっちゃ食べてる。食べ方全然違う。秋の方がなんかスマートだね。上品。春。ワイルド。 А потом у них началась любовь. なんかいいね。うん。これが本当のキャットタワー。確かに。本当のキャットタワー。かわいい。身体はこのタワー。キャットマンションかな。По Хару видно, что он вырос с другими кошками, он все повторяет за Аки, везде за ней ходит. До нас ему дела особо первое время не было. Аれ Как вы, наверное, уже поняли, Хару прошел пробный период, и мы решили оставить его в нашем доме. Хоть я никогда и не думала, что я это скажу, но можно я вычеркну фразу из прошлого видео, когда я сказала, что я собачница? Потому что я уже, походу, кошатница. Я не знала, что кошки, оказывается, это так здорово. Через 2 недели Хару привык к нашему дому, подружился с Аки. Хару. Хару. Поэтому мы решили, что это хорошее время стерилизовать Аки. Это одно из главных условий, на которых вам дают кошку из приюта. Вы должны ее привить, стерилизовать за свой счет. Операцию можно делать, когда кошка весит больше 2 килограмм. Аки уже весит больше 2 килограмм, и она старше 6 месяцев, поэтому мы решили, что начнем с нее. В пятницу утром натощак мы отвезли Аки в клинику. Прощай. А мы с Хару вместе будем ждать Аки дома. Да, Хару, ты соскучился? Хару. Мы его называем King of the Bed. Он тут постоянно лежит. Ням-ням. Соскучился за Аки? Ты понял, что ее нету? Или не очень? В обед этого же дня была операция, после которой нам позвонили и рассказали о ее состоянии. К счастью, все прошло хорошо, но нужно оставить еще на 1 день кошку для контроля ее состояния, поэтому забрали мы ее только в воскресенье утром. Да, Аки? Забрали тебя в воскресенье? Да? 2 дня провела в клинике. Как все серьезно. Кайри. Кайри. 結構疲れるか。本当。はい、おかえり。おー、アキ。おかえり、あき。アキ、おかえり。アキ。アキ。ここどこ覚えてんの？おかえり、あき。アキ。これやだよね。ちょっと撮ろうかね。ちょっと撮っていいの？あきあき。撮っていいのこれ？俺らが見てる間は大丈あれ、嬉しそうだね。戻ってきた。アキが。夫。よくこれで食べれるんだね。計算されてるらしい。すごい。撮ります。
Это трудно. Да, как будто с тобой никто не играл весь день. Аки. Аки тоже вроде играет. На удивление, я думала, она будет более вялая. Наверное, потому что у нее был один день отойти. Поэтому она активная. Единственное, что у нее, вот видите, животик побритый после операции. И там у нее шов. Поэтому нужно смотреть, чтобы она не лизала его. Мы сняли сейчас ее... Нельзя. Аки. Даме. Ну, в принципе, кроме этого, очень хорошо все прошло. Аки. О. В Японии нет каких-то налогов на животных, но здесь довольно строго контролируют, сделали ли вы операцию по стерилизации животных, как мальчиков, так и девочек. Поэтому здесь довольно мало бродячих кошек и собак, в особенности мало бродячих собак. Кошки, конечно, есть, потому что они начинают беременеть с 3-4 месяцев, и иногда тяжело проконтролировать. Поэтому мы взялись за это дело серьезно. Операция стоит в районе $300, $250 для и девочек, и мальчиков. Дальше у нас Хару на очереди. Поэтому да, теперь в нашем доме живет черная кошечка Аки и белый кот Хару, в чьей шерсти я теперь постоянно хожу, прошу любить и жаловать. И мы решили сделать в честь этого эмоджи-стикеры всей нашей семьи. Со мной, Изуми, Аки и Хару. Эти эмоджи разработала иллюстраторша из моего родного города Одессы, и это просто милота. Особенно эмоджи с котами мне нравятся. Надеюсь, что вам тоже нравятся эти эмоджи, и вы будете использовать их в комментариях. Они доступны спонсорам этого канала, людям, кому нравится наше видео и кто хотел бы нас поддержать. Поэтому теперь вы можете не только поддержать выход новых видео, но и использовать вот такие эмоджи, а также получить доступ к другим бонусам. Вся информация есть в описании этого видео по ссылке, почитайте. И также можете поддержать выход новых видео просто комментарием, лайком и подпиской. Надеюсь, что вам было интересно это видео-влог. Теперь в моих видео будет больше котов, больше няшности. Надеюсь, что вы не против. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!